Анна испытала сильный шок, когда пришла в себя. Место, где она находилась, было незнакомым. На самом деле, последнее, что она помнила, это то, как она ехала на мотоцикле. Внезапно она услышала очень знакомый звук. Это был мужской и ни с чем не сравнимый голос ее любимого мужа Максима. В этот момент Анне захотелось обнять его. Она хотела сказать ему, что вернулась. Судя по его голосу, он был очень близко. Как только Анна открыла глаза, то заметила, что вокруг нее было медицинское оборудование. Трубки и провода, подсоединенные к ее телу. Дверь в ее комнату была открыта, и оттуда из коридора доносился голос ее мужа. Он говорил очень тихо, но Анна все слышала. «Не волнуйся, все идет по плану», — говорил он. Анна слушала и не могла понять, о чем речь. Да она больше не проснется. У ее отца нет причин вмешиваться. «Я муж, и у меня больше прав, чем у него», — сказал Максим. Анна не могла поверить своим ушам. Что он имел в виду? Это была ужасная ситуация для Анны, которая только что очнулась после интенсивной терапии. Она хотела встать, но не могла даже пошевелиться. Затем она услышала приближающиеся к ней шаги, и внезапно раздался женский голос. Максим спросил: «Сколько еще ей предстоит страдать, доктор? Не думаете ли вы, что будет лучше отпустить ее?» Доктор ответила: «Возможно, она справится. Ее родители верят в нее. Наверное, так же сильно, как и вы». «Да, доктор, я верю, но мне больно видеть ее такой». «Не волнуйтесь. Идите домой. Я позвоню вам, если что-то случится», — сказала врач. «Хорошо», — ответил мужчина, который, в свою очередь, попросил врача уйти, чтобы побыть наедине с женой несколько минут. В этот момент Максим отошел в сторону и попытался нажать на какие-то кнопки, которые поддерживали жизнь Анны. «Как долго ты еще собираешься сопротивляться? Просто позволь себе быть похороненной. Уйди в вечный покой», — бормотал он. Анна попыталась что-то сказать, но в тот момент ей было очень трудно. И вместо слов она издала какой-то странный звук. Мужчина повернулся к ней и вдруг увидел, что она открыла глаза, поэтому он вызвал врача. Доктор вернулась с несколькими коллегами, которые долго осматривали женщину. Они взяли у нее кровь, подключили к ней какие-то устройства и разговаривали друг с другом. «Сэр, она все еще в коме, мне очень жаль», — сказала врач. Мужчина продолжал думать о том, что он видел, возможно, это было его воображение. Затем все ушли. Только молодой медбрат остался с Анной и приложил к ее губам влажную вату, чтобы увлажнить их, днем. Позже медбрат сделал то же самое, и именно тогда он заметил, что она приоткрыла рот и начала нервно сжимать вату, чтобы вода попала ей в рот. Он не мог поверить своим глазам, она действительно проснулась. Он вызвал врача, чтобы та осмотрела пациентку. И только тогда персонал понял, что Анна вышла из комы. «Мы позвоним вашему мужу. Это будет большой радостью для вашей семьи», — с улыбкой сказала доктор. Женщина, которая плохо говорила, медленно и с усилием произнесла: «Пожалуйста, не говорите ему ничего, я умоляю вас». Доктор на мгновение задумалась и поняла, что не может вступать в спор из-за состояния здоровья пациентки. Через некоторое время, когда медбрат кормил Анну, она начала объяснять, почему не хотела, чтобы ее муж знал об этом. Она сказала: «Я всегда хорошо к нему относилась. Я никогда не ограничивала своего мужа в финансах. Я позволяла ему жить так, как он хотел. И теперь, когда со мной произошел несчастный случай, он почувствовал себя свободным и стал искать кого-то другого. Более того, он хочет сохранить все, что стоило мне усилий. При одной мысли об этом мне становится стыдно. Мне хочется сказать ему, как он не прав. И теперь он не получит от меня ни цента при разводе». Прошло несколько дней, и женщина почувствовала себя лучше. Однажды доктор зашла, села рядом с ней, и они о многом поговорили. Тогда доктор спросила ее: «А что ты теперь будешь делать?»
Анна ответила: «Я не думала, что несчастный случай поможет мне лучше узнать людей. Теперь у меня тоже есть план». На следующий день Максиму позвонили по телефону. Это был звонок из больницы. Кто-то сказал ему, что все кончено, и теперь он вдовец. Он не мог в это поверить и отправился в отделение интенсивной терапии, чтобы убедиться, что это правда. По прибытии он попытался притвориться страдающим мужем. Когда он вошел в ее палату, медбрат, который занимался уборкой, сказал ему, что Анны здесь больше нет. Максим был в восторге. Он хотел улыбнуться, но сдержался и сделал печальное лицо. Он повернулся и с огромной радостью выбежал из палаты. Анна стояла у крыльца больницы и смотрела на своего мужа с широкой улыбкой на лице. Он что-то сказал по телефону и сразу же поймал такси. Решив, что пришло время действовать, Анна взяла такси и поехала домой. Открыв входную дверь, она услышала голос незнакомки. Дверь в гостиную была приоткрыта, и там стояла молодая женщина. «Давай разожжем камин, милый, и сделаем музыку громче. Мы должны это отпраздновать», — сказала незнакомка. «Наконец-то я свободен, и у меня есть деньги!» — радостно прокричал Максим. Анна не могла поверить своим ушам. В тот момент ее переполнял гнев. Она зашла внутрь и увидела своего мужа в одном полотенце. Он был потрясен, как будто увидел привидение. Вероятно, именно эта мысль пришла ему в голову. «У вас есть 5 минут, чтобы забрать все свои вещи из моего дома и уйти, потому что скоро придет моя охрана и вышвырнет вас, если вы не поторопитесь», — сказала Анна. «Позволь мне объяснить, любимая. Я думал, ты умерла. Я не знал, как справиться с этой болью», — прошептал Максим. «Тебе просто нужны были мои деньги, и как только я впала в кому, ты стал искать замену. Кто знает, а может и раньше», — сказала Анна. «Так что уходи и не смей ни о чем просить после развода». Мужчина, видя, что у него больше нет шансов вернуть жену, начал кричать и оскорблять ее. Но охранники схватили его и любовницу и вывели их из дома. Тогда Анна обратилась к специалистам, чтобы за пару часов поменять все замки в доме. Она также попросила охранников не впускать никого, кроме ее родителей, пока она продолжит лечение. Вернувшись в больницу, женщина старалась не зацикливаться на том факте, что всего один несчастный случай полностью изменил ее жизнь, но привел к тому, что она встретила другого мужчину. В течение пары недель, пока Анна находилась в больнице, медбрат несколько раз навещал ее и спрашивал о ее самочувствии. Она говорила с ним обо всем, и именно это помогало ей избавиться от дурных мыслей. После выписки Анна завершила бракоразводный процесс. Максим, конечно, начал требовать часть дома и других вещей, приобретенных в браке, но недвижимость была заложена по крупному кредиту, который женщина взяла на развитие бизнеса, поэтому если он заберет половину имущества, он также должен будет выплатить половину долга. Поэтому Максим подписал документ об отказе от своей части имущества. После развода он проклинал Анну и произносил слова, которые никогда не произнес бы здравомыслящий человек. Но женщина не обращала на него внимания. Анна поняла, что скучает по медбрату и хочет его увидеть. У нее не было времени поблагодарить его за внимание. Она поехала в больницу и протянула букет роз мужчине, для которого действительно было важно ее здоровье. «Я хотела пригласить вас на свидание, но если вы не согласитесь, я не обижусь», — с улыбкой сказала Анна. «Через час моя смена закончится. Прогулка будет лучшей реабилитацией после вашей операции. Вы так не думаете?» — ответил медбрат. Они отправились гулять вдвоем, так и началась их совместная история любви. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Анны? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.